Конфликты среди водителей – довольно частое явление. Не поделили дорогу или парковочное место, и вот уже возникают споры. Обычно все сводится к паре крепких слов, после чего кто-то доуступает. Но этот случай оказался исключением. Ситуация выглядит странно еще и потому, что главную роль в ней играли женщины. На парковке московского торгового центра «Рио» на Дмитровском шоссе не смогли разъехаться два автомобиля. В белом «Солярисе» с номерами Кабардино-Балкарии находились две темноволосые женщины в черных хиджабах, что уже не кажется удивительным. На другой стороне светловолосая Анастасия за рулем и ее жених. Женщины в черном решили, что им нужно уступать дорогу безоговорочно. Возмущенная блондинка сначала подумала, не стоит тратить время на это, и уехала, напоследок показав средний палец. У приезжих же свободного времени было вдоволь. Они решили догнать девушку, которая не проявила должной вежливости на дороге, и создали из обычной ситуации настоящий конфликт. Я уехала, дабы не продолжать конфликт. Спокойно припарковалась, выхожу из машины, а на меня со спины нападает одна из этих дам. Бьет по голове, потом ногой в живот, хватает за волосы. Мой молодой человек стал ее оттаскивать, но тут налетела вторая, рассказывает Анастасия. Одна из агрессивных женщин напала даже на мужчину, провоцируя его, в то время как вторая начала снимать все на телефон, вероятно, рассчитывая получить компромат в случае ответного удара. Но мужчина просто разводил руками и шел на женщин, прикрывая свою девушку. «Тихо, тихо, вы что творите?» Дамы в хиджабах сформулировали свою обиду так. «А чего она палец нам показывает?» «Но вы же изначально не правы», – спокойно сказал мужчина. От одного из ударов Анастасия упала на асфальт. Когда она поднялась, то увидела, что одна из женщин достала нож. «У меня кинжал, я тебя сейчас». Напуганная девушка включила камеру на телефоне, надеясь защитить себя таким образом. Тем временем вторая женщина, как выяснилось позже, они были сестрами, пыталась выхватить у Анастасии мобильный телефон. Настя смогла набрать номер полиции 02 и сообщить о происходящем. Это испугало сестер. Они бросили нож под машину, но продолжали угрожать, заявляя, что их мужья скоро приедут, и тогда паре точно не поздоровится. К счастью, пока ехала полиция, подоспели местные сотрудники. Несколько мужчин попытались успокоить сестер, однако те начали громко кричать. «Пусть она удалит видеозапись». «Ну нет, мои хорошие. Я сейчас поеду в травмпункт и сниму побои, которые вы мне нанесли. Хорошо, что полиция прибыла раньше разъяренных мужей. Иначе исход мог быть гораздо более печальным». Обе стороны поехали в участок. А мужья сестер заехали на место конфликта и увезли тот самый нож, спрятали. И теперь говорят, какой кинжал? А не было ничего. Однако у Анастасии сохранилась видеозапись, но на этом конфликт не закончился. Незнакомки продолжают угрожать ей. «Мне очень страшно за свою жизнь. Поэтому я хочу придать ситуации огласку», — говорит девушка. А теперь давайте из Москвы перенесемся в Санкт-Петербург. Факт захвата мигрантами наших дворов уже давно никого не удивляет. В некоторых российских городах даже появились гетто, где вечером не рекомендуется отпускать детей гулять одних. А мужчины славянской внешности тоже могут оказаться в опасности. В сентябре в городских пабликах Петербурга появилось видео из одного из спальных районов. Его опубликовала женщина, приехавшая посмотреть жилье. Она зашла на детскую площадку и была шокирована тем, что все мамы там носили мусульманскую религиозную одежду. «Сколько их здесь вообще?» – возмущенно спросила женщина. Видео попало в паблики, посвященные Таджикистану и жизни таджиков в России, вызвав множество язвительных комментариев от приезжих. Женщину осудили, оскорбили и даже угрожали ей. Мигранты подчеркнули стереотипы о вредных привычках русских и посоветовали молча завидовать их высокой рождаемости. «Собутыльника не нашла? Тут не покупай жилье, собутыльника не найдешь», прошелся по стереотипам Сафари. А почему мы в своих странах не удивляемся, когда русские мамаши почти голые на детских площадках ходят? Добавляет Мухаммеджон. Такие случаи далеко не единичны. Вот еще история, ставшая резонансной в сети. Конфликт двух мамочек на детской площадке в Калининграде и вовсе вылился в серьезное противостояние местных жителей и мигрантов. Поведение приезжих и их детей перешло все мыслимые границы. Все началось с того, что гражданка Киргизии по имени Дилара вытолкала с качелей двоих детей и уселась на них вместе со своей землячкой. Мама одной из девочек, коренная калининградка Анастасия, решила разобраться в ситуации и подошла к обидчице. Однако адекватного разговора не получилось.
На помощь сперва стушевавшейся киргизке быстро выбежали ее соотечественники и стали толпой оскорблять Анастасию. В итоге началась потасовка. Столкновения с мигрантами происходят, конечно, не только на детских площадках. Регулярно происходят конфликты в школах, детских садах, в такси и общественном транспорте. Драки с кондукторами и пассажирами, отказ от оплаты проезда, истерики, что заставили платить. Это очень небольшой послужной список мигрантов и новых граждан. Терпеть подобный беспредел в наших автобусах люди уже устали. А что делать? Вот еще случай из Санкт-Петербурга. Молодая женщина, замотанная в хиджаб, скандалит с пассажирами, которые заставили ее оплатить свой проезд. Пассажирка не сдерживает себя, устраивает истерику, орет на таких нотах, что уши закладывает. Оказалось, что женщина из новых граждан, недавних мигрантов. Это выясняется во время скандала. Ну, не понравилось гражданке в хиджабе, что ее заставили платить. «Свои законы тут качаете, на нервы играете», — возмущается она. «Я тоже гражданка России, я не первый раз живу в России. Не оплатили, ваши все оплачивают, все законопослушные граждане. Ваши беленькие и пушистенькие все оплачивают, только мигранты не оплачивают». С каждой новой произнесенной фразой пассажирка все повышает голос. «Под камерой работаем. Некрасиво вы себя ведете», — попыталась было утихомирить ее кондуктор. Но в ответ прозвучало лишь хамское «сами некрасиво ведете». Впрочем, тут гражданка хоть и устроила истерику, но за проезд все же заплатила. И таких видео по сети расходится немало. Как и видео с нападениями на пассажиров и кондукторов, когда мигранты отказываются платить за проезд и лезут выяснять отношения. Один из таких случаев произошел в Москве. По соцсетям разлетелось видео, на котором пассажирка нападает на кондуктора за то, что-то попыталась оштрафовать ее за безбилетный проезд. Через несколько секунд на помощь кондуктору бросается один из пассажиров, мужчина пытался погасить конфликт. Выяснилось, что зачинщицей оказалась гражданка Узбекистана, в России она находилась незаконно. После появления подобных видео многие начинают задаваться вопросом, сколько еще будет продолжаться этот беспредел мигрантов. Вот как это комментируют люди в социальных сетях. Что с таким отношением к русским они делают в России? Почему не построили у себя ничего? Только ограничились тем, что построили им русские при СССР. А теперь приехали плодиться за счет русских. И никто в мире таджикам не завидует, пишет Анна. Нам в наследство осталась заповедь предков. В чужой монастырь со своим уставом не ходит. Приехал жить в православную страну или город, принимай здешние правила жизни. Не выставляй на показ свою приверженность к другой культуре или религии, комментирует Евгений. Нужно домой отправлять за любое негативное отношение к России и коренному населению за любое нарушение. И лишать права на въезд навсегда. Оставить только тех, кто заслужит право остаться, остальных лишить гражданства, предлагает Инна. А что по поводу всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если еще этого не сделали. Всем добра, всем пока!